Всем добрый день! Сегодня я буду вязать вот такие вот следочки спицами из плотной пряжи на размер 38-39. Мысок у меня будет связан укороченными рядами. Очень удачный мысочек получился в этот раз. Я еще так не вязала. Вроде бы все просто, а вот на ноге сидят хорошо. Вяжутся очень быстро. Прям вот на одном дыхании. Советую связать, вам понравится. Вот я всем бабушкам и тетям на подарки сейчас свяжу. Просто так. Значит, пряжа у меня акрил турецкий в 100 граммах 200 метров. Я взяла белую, и вот у меня остатки секционной пряжи. Можно взять любую пряжу для контраста, любой цвет, естественно. По размерам, так, это у меня 40-й. Вязать буду 38-39. По ходу вязания, где сколько прибавить, я буду говорить или убавить. Прибавлять или убавлять мы будем вот эту вот длину до мыска, сразу скажу. Также в процессе вязания отвязанные детали буду измерять в сантиметрах. Перехожу сразу к вязанию. Сняла с манекена, еще раз показать. Значит, давайте я сразу вам мысок замеряю. Сейчас скажу для чего. Ну вот смотрите, сколько он здесь у меня получился, почти 9,5 сантиметров, да? Значит, на маленький размер, сразу скажу, начинаем вязать вот с этой боковой части. Я начну 18 петель, наберу на спицы, провяжу 15 рядов платочной вязкой, потом через ряд добавлю по одной петле. Всего у меня будет 20 петель, и мысок я буду вязать на 20 петлях, чтобы он был немножечко поглубже, повыше. Если размер маленький, 36-37, вот для этого я вам сейчас замеряла, то можно продолжать также и вязать мысок на 18 петлях. Значит, сейчас на спице номер 3,5 я набрала 18 петель, провязала 15 полных рядов, 15 вот этих изнаночных дорожек. Теперь буду делать по одной прибавке в конце ряда, вот здесь вот, а потом перейду на мысок. На платочном вязании не останавливалась, все ряды вяжутся лицевыми петлями. Поэтому сразу вот уже готово перешла. Значит, провязала вот эту вот деталь. Следующий ряд провязываю и делаю одну прибавку. Прибавку сейчас покажу. Так, в конце ряда, то есть в начале вот здесь вот получается, да? Ну, я от начала считаю, поэтому в конце. Из одной петли вывязываю сразу 2. Все, получилось, одну петлю я прибавила. Кромочную провязываю изнаночной. Далее 2 ряда провязываю, даже 3 ряда провязываю лицевыми и сделаю еще одну прибавку. Значит, до мыска у меня будет 18 рядов. На размер 39-40 провяжем 20 рядов. На 36-37 18, еще на 2 ряда меньше, а рядов 16 где-то так вот. Провязала я сейчас, вот у меня по зубчикам, по дорожкам посчитать 17 вот этих вот изнаночных дорожек. Делаю еще одну прибавку, и всего у меня будет 20 петель на спице. Опять я из одной петли вывязала 2, прибавила кромочную изнаночной. И теперь по изнаночной стороне провязала еще один лицевой ряд. И получится у меня 18 изнаночных дорожек. И следующий ряд я начну вязать первый клин мыска. Значит, довязываем до конца ряда. В конце ряда я сразу подвязываю контрастный цвет. Цвет буду менять кромочную, по изнаночной стороне я цвет меняю. И сразу последнюю петлю я провязала контрастным цветом. Все. Переходим на лицевую сторону. Теперь первый ряд, первый клин. Значит, смотрите, что мы сейчас будем делать. Первый ряд я провяжу, не довязывая 2 петель, вернусь обратно. Последующие все ряды я буду убавлять по одной петле. И буду чередовать 2 ряда контрастным цветом, 2 ряда основным цветом белым у меня. Что у меня за волосом? Так, значит, сейчас
Провязываем весь ряд лицевыми петлями. Все я вяжу лицевыми петлями, не довязывая 2 петель. Вернемся обратно. Так, первый ряд, осталось 2 петли на спице. Разворачиваюсь, первую снимаю вместе с накидом, подтянула ее, вот так вот перетянула. Далее все петли провязываю опять лицевыми. И в конце ряда кромочную петлю я меняю на основной белый цвет. Кромочную провязала изнаночной, перехожу на лицевую сторону, теперь все вяжу основным цветом. Следующий ряд. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. У нас остается 2 белых и 1 вот перетянутая с накидом. Теперь мы оставляем в каждом ряду по 1 петле. И так будем убавлять полностью весь клин. Развернулась, опять эту петлю снимаю, перетянула и все провязываю опять лицевыми. И в конце ряда меняю цвет. Довязали ряд до конца, опять переходим на лицевую сторону. Контрастный цвет у нас. Вяжем опять все петли лицевыми, оставляем 1 петлю и возвращаемся. Здесь каждый ряд одинаковый повторяется. Так, вот белый цвет у нас 1 петлю оставили с накидом. Развернулись. Первую петлю я снимаю, перетянула. Есть очень много вариантов, как вязать укороченные ряды, то ли обматывать, то ли еще один накид провязывать. Я тоже вязала по-разному, в этот раз вот так вот, потому что здесь всего лишь 1 петля, поэтому можно вообще ее вязать без накида. Так некоторые вяжут. Значит, сейчас я буду вязать так каждый ряд. Через каждые 2 ряда меняю цвет. Буду убавлять по 1 петле, пока у меня на спице не останется 8 петель. 8. Если вы маленький размер 36 продолжаете вязать на 18 петлях, то тогда у вас получается останется 6 петель на спице. У меня останется 8, и потом начну вязать второй клин. Второй клин будет вязаться точно так же, как и первый. Опять перешли на лицевую сторону. Все то же самое. Значит, сейчас вяжем вот этот вот клин, убавляем в каждом ряду по 1 петле. Останется 8 петель, я к вам вернусь. Так, вот у нас осталась 1 петля. Развернулись, снимаю, подтянула ее и вяжем дальше.
Заканчиваю я вязать клин. Так вот, осталось опять 2 петли. Здесь у меня 3, 3 и 2. 8 петель осталось на спице. Все. Это был последний ряд у меня. Развернулась опять. Последний ряд контрастным цветом. Первую петлю сняла с накидом. Вернулись обратно. Кромочную провязала белым цветом. Теперь сейчас следующий ряд. Все петли провяжем белым цветом. Между каждым клином у меня будет вот одна полоса белым цветом. Что я забыла, я хотела вам замерить в сантиметрах. Вот до начала клина, вот эта вот часть, она у меня 9 сантиметров. Это хорошо растягивается. И потом еще в конце, когда я буду вязать подошву, я здесь провяжу еще один ряд. Поэтому коротким эта часть не будет короткой. Так, в ширину вот немножко больше 7. Теперь далее провязываем все петли белым цветом. Первую сняла. Все 20 петель провязываем. Так, петля с накидом, я ее провязываю вместе. Провязала, подтянула. Вот она, петля с накидом. Провязываю вместе с петлей. И так вяжем до конца ряда. Довязали до конца ряда. Кромочную в конце ряда провязала изнаночный. Вот такой вот клин получился. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Первую снимаю, все петли до конца провязываю лицевыми и кромочную провязываю изнаночной. Так, опять я меняю цвет, провязываю кромочную петлю в конце ряда. Переходим на лицевую сторону. Сейчас у нас начинается новый клин. Вяжу точно так же второй клин, как вязала первый. Первый ряд провязываем, не довязывая 2 петель, возвращаемся обратно. Следующие все ряды мы убавляем по одной петельке. Первые 2 клина вяжутся одинаково, а следующие 2 уже будут вязаться в обратном порядке. Сейчас мы убавляем, а потом будем прибавлять петли. Так, провязали, осталось 2 петли. Возвращаемся обратно. Первую снимаю вместе с накидом я. И все опять вяжу лицевыми. В конце ряда меняю цвет я. Следующий ряд лицевой и изнаночный вяжу белым цветом, не довязывая одной петли. Возвращаюсь, убавим опять до 8 петель. И будем вязать потом следующие 2 клина. Провязали, развернулись. Опять все то же самое. Теперь вяжем все петли и оставляем по одной петле. Возвращаемся. Значит, провяжем этот второй клин самостоятельно. Убавим до 8 петель. Я к вам вернусь.
Так, оставили одну петлю перетянутую. Был такой вопрос, у вас две петли. Это не две петли. Это у меня петля с накидом. Вот так выглядит, как вроде бы две петли. Развернулась. Надо хорошо перетягивать, поэтому все. Так, вяжем второй клин. Закончили вязать второй клин, убавили до 8 петель. Опять все петли, весь ряд провязываем белым цветом. Смотрите, сейчас, значит, 2 клина мы отвязали. Теперь весь ряд провяжем белым цветом. Следующий лицевой и изнаночный провяжем контрастным. И еще один ряд провяжу белым цветом. А потом начну вязать новые 2 клина. Так, сейчас все петли провязываем основным белым цветом. Так, петля перетянутая с накидом, провязываю ее вместе. И так до конца ряда провязываю все основным цветом. И по изнаночной стороне вернусь опять все лицевыми петлями. Провязываем. Так, по изнаночной стороне, как я уже говорила, все провязываем белым. Теперь следующий ряд лицевой и изнаночный у меня будет контрастным цветом. Полностью весь ряд по лицевой стороне и по изнаночной стороне провязываю контрастным цветом. Здесь без изменений. Провязываю контрастным, и следующий еще один ряд лицевой и изнаночный провяжу белым цветом. Провязываем вот эту вот среднюю часть. Все лицевыми, кромочную провязываю изнаночные. Провязала среднюю часть. По средней части 3 ряда белый, контрастный цвет белый. Вот такая вот деталь получается. Еще раз среднюю часть, мысок в сантиметрах. Ну, точно так же 9,5, смотрите. Теперь далее переходим, вяжем опять сейчас 2 клина. Точно так же, как мы вязали предыдущие, только теперь мы будем прибавлять. Получается в зеркальном отражении. Вот смотрите, мы закончили вязать 8 петель. Сейчас провязываем первый ряд 8 петель, возвращаемся обратно. Следующий ряд прибавляем по одной петле 9, потом 10, в каждом ряду прибавляем по одной петле. И в конце, когда у нас останется 2 петли, мы уже закончим белым цветом. Но там я буду вместе с вами. Значит, сейчас контрастный цвет у меня. Первый ряд. Вяжем 2 клина одинаковых. Второй клин будет повторять первый клин. Первая на спице, вторая, третья, четвертая, 5, 6, 7 и 8. Провязали 8 петель. Все то же самое, разворачиваюсь. Первую снимаю и все оставшиеся петли провязываю лицевыми. В конце ряда меняю нить. И следующие 2 ряда будут основным цветом. Развернулись на лицевую сторону. Теперь провязываем эти 8 петель и добавляем еще одну. Так, теперь я иду сюда. Теперь я вот эти вот 2 провяжу вместе. Вот так вот. 8 провязала. Еще одну добавила. 9. Развернулась. Снимаю петлю. Следующие опять провязываем все лицевыми. В конце ряда меняю цвет. Следующий ряд опять вяжем, добавляем одну петлю.
Следующий ряд вяжем контрастным цветом. Первую сняла, теперь получается было 8, теперь 9 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 провязали, и 10 добавляем. Развернулись, петлю сняли, до конца ряда вяжем все лицевыми. Перешли на лицевую сторону. Белый цвет теперь у меня. Теперь следующие 2 ряда белым цветом по лицевой стороне добавляем по одной петле. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 добавили. Развернулись, опять первую снимаем, продолжаем вязать лицевыми петлями, меняем цвет, следующие 2 ряда опять вяжем контрастным цветом и по лицевой стороне, как я уже говорила, добавляем по одной петле. Значит, так провяжем, в конце ряда я к вам вернусь. Вяжем, добавляем, перешли на лицевую сторону, опять все то же самое, снимаем, провязываем все петли лицевыми, петлю с накидом также провязываем, и после петли с накидом добавляем еще одну петлю. Вот она у нас с накидом, я ее здесь вот так вот провязала, еще одну добавила. Сняли, все, вяжем. Так, довязываю я предпоследний ряд. Осталось у меня 2 белых петли. Теперь разворачиваюсь. Опять все то же самое. Перетянула, сняла. Возвращаемся обратно. И следующий ряд все петли провяжем основным белым цветом. Плюс вот эти вот 2 петли. Все, мы первый клин после середины закончили. Следующий клин будет точно такой же. По одной петле будем прибавлять. Так, что у нас получилось? Вот так вот получилось. Значит, смотрите, каждый клин по цветным вот этим полоскам посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 цветных полосок у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, все, довязываю последний ряд белым цветом. Все петли провязываем белым. И со следующего ряда с лицевого начнем вязать заново с первого ряда клин. Опять он у нас начнется 8 петель, потом 9 петель, потом 10 петель. И так до конца. И последние 2 петли провязываю. Кромочная у меня изнаночная. Все белым цветом провязали. Развернулись. По изнаночной стороне первую сняли. Весь ряд провязываем опять лицевыми. Еще что хотела сказать, я вяжу, как говорят, бабушкиными петлями, да, за заднюю стенку, не знаю, дедушкины, бабушкины, как это называется. Вы вяжете тем методом, каким вы привыкли, лицевые и изнаночные. Как я уже несколько раз повторяла, главное, что в итоге все лицевые и изнаночные выходят, как по мне, одинаковые. Поэтому вот у многих метод
провязывания этих петель разный. Так, теперь конец ряда. Кромочную опять я поменяла цвет. И начинаем вязать новый клин. Вот она у нас середина. 3 ряда. Оно у меня все рябое, поэтому может быть не очень хорошо так видно. Теперь опять у нас сначала 8 петель провязываем. Разворачиваемся. Первую сняла, считаю вместе с первой. Понятное дело. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 провязали. Развернулись. И со следующего ряда уже вяжем каждый ряд, добавляя по одной петле. Повтор с самого начала. Предыдущий клин, который мы только что провязали. Так, закончим сейчас второй клин самостоятельно. Я к вам вернусь. Так, поменяла цвет опять. Продолжаю белым цветом. Было 8 петель. Теперь провязываем 9 петель. Добавляем, то есть одну петлю. 6, 7. 8 провязала плотно. 9 добавила. Первую сняла, перетянула петлю накидом вот таким. Так, вяжем опять все, меняем в конце ряда цвет. Ну все так же, все повторяется, поэтому больше уже говорить вроде бы и нечего. Довязываем второй клин. Вот как хорошо он выкладывается, этот мысок, смотрите. Замечательный. Вяжем. Заканчиваем вязать клин. Последний ряд у нас идет белым цветом. Вот у нас осталось 2 петли на спице. Довязываем белым цветом, и все, на этом будет закончено. Эти 2 петли, оставшиеся белые, провязали. Вот такой мыс получился. Теперь переходим на изнаночную сторону. Опять провязываем этот весь ряд до конца. Далее все вяжу белым цветом. Теперь будем вязать боковую сторону. И убавим 2 петельки. У нас сейчас 20 петель. В следующем ряду убавлю 1 петлю. И потом через ряд, через 2 ряда убавлю еще 1 петлю. И на 18 петлях провяжу точно такое же количество рядов, как я вязала с этой стороны. Так, довязываем ряд до конца. Вот она такая изнанка у меня. Перешли на лицевую сторону. Опять продолжаем все вязать лицевыми петлями. Осталось 3 петли в конце. 2 провяжу вместе. 1 петлю убавила. Осталось на спице 19. И убавлю еще 1 петлю, как я уже сказала, через 2 ряда. И на 18 петлях провяжу 18 полных рядов. Закрою петли, а потом 2 ряда сделаю обвязку и перейду к подошве. Значит, сейчас вяжем платочной вязкой. Провяжу 18 полных рядов, к вам вернусь. Закончила вязать вторую боковую часть. Теперь закрываю петли. По 2 петли провязываю вместе, закрываю. Так, здесь узел завязывать не буду, потому что нитка толстая. Потом в конце работы я это все попрячу. Так, вот так вот получилось. Теперь далее на круговые спицы. Можно и на 5 спиц это набрать. Также номер 3,5. По всему слитку, по краю я наберу петли сейчас. Значит, набирать буду. Вот смотрите, косичка проходит. Пряжа плотная, поэтому я буду набирать
Вот спицу ввела за заднюю дужку. Так, ввела спицу, подняла одну петельку. Подняла одну. Значит, у меня вот здесь по боковой стороне было 18 рядов. Я сейчас подниму 18 петель. До центральной части по мыску, вот до средней петли у меня получится 24 петли, ну и одна посередине. И точно так же 24 и 18 по этой стороне, по второй. Значит, наберу петли и по изнаночной стороне все петли провяжу лицевыми. А потом перейду к подошве. Набираем петли. Я обычно крючком вытаскиваю. В этот раз решила спицей. Вот ввела между дужкой спицу и вытащила петлю. Так, наберем петли и вернемся по изнанке, как я уже сказала, все лицевыми провяжем. Так, провязала я один ряд вот лицевой по изнанке. Теперь переходим к подошве. Значит, нить я здесь обрезала. Теперь подвязываю нить к середине. Подошву я начну вязать на средних 7 петлях. Так, я спицы вот так вот круговые перевела. Значит, вот у нас средняя полоса розовая у меня, да, средняя петля. В каждую сторону по 3 петельки. Взяла 7 петель. В следующем ряду я добавлю еще по одной, и будет у меня 9. Вся подошва у меня до конца будет 9 петель. 36 размер, так и оставьте 7 петель. Так, теперь сейчас спицы обратно. Всю подошву буду также вязать лицевыми петлями. Провязываю сейчас средние 7 петель лицевыми петлями. Так, я взяла 2 отдельные спицы. Вообще-то я вяжу на круговых спицах, так и продолжаю вязать подошву, но чтобы было более понятно. Так, провязала 7 петель. Теперь развернулась на изнаночную сторону. Опять первую снимаю. Провязываю оставшиеся 6. И одну петлю добавлю с боковой спицы. Провязала еще одну петлю с боковой спицы. Получилось у нас 8. Теперь провязываю эти 8 петель и одну петлю добавлю со второй спицы. Первую сняла. Оставшиеся до конца провязываем. Провязала все лицевыми. Теперь добавила еще одну петлю. На этом все. 9 петель. Продолжаем вязать подошву. Далее вяжем. И боковые петли будем соединять с петлей с боковой спицы. Так, провязываю 9 петель и последнюю, 9-ю, по изнаночной стороне соединяю с петлей с боковой спицы. 2 петли провяжу вместе лицевой петлей. 2, 4, 6, 8. Вот она, 9-я у нас, да?
2 вместе соединила, подтянули, развернулись на лицевую сторону, опять провязываем 8 петель и 9-ю последнюю соединяю с петлей с боковой спицы. Первую снимаем, все провязываю лицевыми. Последняя петелька, провязала 2 вместе, 1 петля с боковой спицы, последняя с подошвы, подтянули, развернулись, опять все то же самое делаем. Значит, так провяжем всю подошву, соединим все петли до конца. Соединила. Почему я набрала 7, потом добавляю еще по одной, чтобы немножечко вот этот вот края были вот закругленные, чтобы она не была сильно прямоугольная, поэтому вот так вот она выглядит. Значит, сейчас провяжем, соединим все петли. Довязали подошву, соединили все петли. Вот я закончила на этой стороне, и здесь у меня еще осталась 1 петелька. Теперь сейчас я наберу с боковой стороны петли, потом наберу со второй стороны петли и начну соединять петли пятки уже. Так, в сантиметрах. Сейчас мы ее растянем. Вот, растянули 24. Ну, почти еще подтянули. Хорошо растягивается. Еще сейчас пяточка у нас провяжется. Так, далее крючком 18 петель я наберу. Вытаскиваю петельку и на спицу ее подтянули. Наберу петли и обратно провяжу по лицевой стороне, все изнаночными петлями провяжу. Набрала петли, провязала все изнаночными, петли пятки провязываю лицевыми. Последнюю петлю сейчас соединю, которая у меня осталась не закрытой. Рано вам замерила подошву, сейчас вот еще провязалась, получилось 2 ряда, и длина подошвы еще немножко увеличилась. Так, последние 2 провязала вместе. И теперь точно так же набираю на второй стороне. Наберу петли на второй стороне и по изнаночной стороне провяжу их все лицевыми. И потом уже пойду соединять петли пятки. Пятку буду вязать точно так же, как я вязала подошву. Тем же самым методом буду соединять петли. Так, набрали петли, провязала по изнанке их лицевыми. Далее перехожу на пятку теперь. Подошва у нас переходит в пятку. Провязываю все так же платочной вязкой. И последнюю петельку закрываю по изнанке лицевой петлей с петлей с боковой спицы. Так, провязала. Вот она у нас так и продолжается. Лицевая петля. Закрыли 2 вместе. Перешли на лицевую сторону. Опять все то же самое. Первую сняли. Следующие оставшиеся петли провязываем. И последнюю петлю соединяю
с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной петлей. Так я соединю все петли пятки, не довязывая 5 петель, я сделаю убавки, убавлю до 5 петель. Так, 3, 3, вот она, 9, соединили, 2 вместе изнаночной. Все, продолжаем, вяжем пятку, соединяем. Опять последняя петелька, петелька с боковой спицы, 2 вместе провязала лицевой по изнанке, а по лицевой стороне изнаночной. Вяжем, закрываем петли. Так, продолжаю закрывать петли пятки. Осталось у меня 5 петель на спице. Теперь я сделаю убавки, как я уже говорила, оставлю всего лишь 5 петель на пятке. Первую сняла, следующие 2 петли провязываю вместе. И точно так же убавлю 1 петлю в конце ряда. Так, осталось 3 петли, 2 провязала вместе, кромочную соединила. Далее изнаночный, лицевой, изнаночный провязываю без изменений, и в следующем ряду по лицевой стороне я опять сделаю убавку. Довяжу до конца и закроем петли. Так, довязала до конца, закрыла петли, сразу подвязала контрастный цвет. Так, белую обрезаю. Теперь далее, что у нас здесь получилось? Вот такой вот следок получился. Нам нужно закончить красиво вот этот вот верх. Смотрите, я вот на большом размере сделала, просто обвязала крючком. Кто не дружит с крючком, можно сделать это спицами. Вот сейчас я это сделаю спицами. Так, на спице номер 3 по всему верху я наберу петли. Один ряд провяжу все изнаночными, и следующий ряд я закрою. Вот так вот сделаем. Так, как я здесь набирала? Ага, здесь тоже бы за заднюю дужку я набирала. Вытащили петельку, набрали. Вытащили петельку, набрали. Итак, на 4 спицы наберу петли и провяжу один ряд все изнаночными, а следующий закроем. Ну, при желании можно и пару рядов провязать. Ай, забыла хвосты заплести. Ну, ладно, сейчас заправлю. Так, набираем петли по всему верху, провязываем. Так, провязала я один ряд изнаночными петлями. Далее закрываю все петли. Я уже закрыла, вот остались у меня последние. По 2 петли вместе провязываю. Сильно не растягивайте. И все. Или же обвязать, как я уже говорила, крючком, рачьим шагом, как угодно. Так, все, закончили.
Ну вот, за полдня с видео, с перерывами я связала следок. Теперь последнюю петельку сейчас мы здесь соединим. Нить выведем на изнаночную сторону. Закрепим, попрячем все вот эти вот хвостики. И на этом все. Теперь нить можно разъединить. И вот по отдельности вот эти вот тонкие нитки посвязывать и опять же попрятать. Вот так вот. Вверх-вниз под петельками. И точно так же второй сделать. Так что у нас здесь получилось. Вот так вот. Все. У меня на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотры. Навязала красоты. За лайки, за подписки, за комментарии. Всем пока-пока. До новых встреч.